президент США, позиционировался как успешный волк в бизнесе, миллиардер, филантроп и просто красавчик с непосредственным характером. Он точно не заставит скучать общественность своим нестандартным видением проблем, перевернет мировую историю в правильное русло. Таков был образ, созданный его пиарщиками для аудитории в Америке перед выборами. Безусловно, это хорошее попадание в имидж героя, который вернет былую славу, ведь даже внешне высокий и статный Трамп, белый и религиозный, бизнесмен и эффектный мужчина – как раз то, что любят американцы из глубинки. А сколько правды в этом имидже? И есть ли в нем минусы? Давайте посмотрим на факты, которые не афишируют. Во-первых, Трамп очень богатый человек не благодаря своим заслугам, а скорее вопреки им. Он уже родился богатым, и огромные капиталы – это заслуга его предков. Его отец, Фредерик Трамп, был инвестором и занимался строительством домов. Именно Фредерик заложил основу для будущей бизнес-империи сына, оставшись 12 лет без отца и вынужденно начав работать. К 20 годам Фредерик Трамп уже построил свой первый дом. Это было удачное время для начала строительного бизнеса. Только что закончилась депрессия, и государство щедро раздавало деньги для того, чтобы решить жилищный вопрос. Сам же нынешний Трамп уже в юности вызывал в семье опасения за преуспевание и хорошую репутацию его клана. И несмотря на образование и регалии, Дональд начал работу в компании отца, получал от него кредиты и займы, даже будучи уже человеком средних лет. Базисом капитала Трампов является огромная империя недвижимости, которую создал его отец, и стоимость активов утроилась благодаря самому росту рынка и цен на квадратный метр в США 60-х годов. А вот Дональд не раз попадал в ситуации, когда только отцовский капитал спасал его проекты от краха и судебных тяжб. Кипучая энергия президента США выливалась в разных сферах. Например, стейки Трампа. Очень дорогие стейки в подарочной упаковке по цене вдвое выше обычных. Трамп утверждал, что они лучшие в мире, а он сам лучше всех в мире знает в них толк. Проект провалился с глухим убытком. Питьевая вода Трампа. Все те же приемы, что и на стейках, лучшие в мире, с лучшими в мире минералами внутри, только еще и вода продавалась в дешевом пластике. Проект убыточен, но остается в отелях сети основателя. В 80-х Трамп ввязался в убыточную футбольную команду из Нью-Джерси с долгами в $6 миллионов. Обещал ее выкупить, через суд отменить долги и вынести в прибыль. На деле, после долгих тяжб в суде, Трамп действительно выиграл дело команды, но получил лишь $3, а убытки так и остались. Сразу после этого Трамп организовал велосипедную гонку Тур де Трамп, которая должна была стать конкурентом Тур де Франс. Дональд признавал, что ничего не понимает в велоспорте, но слышал, что это прибыльный бизнес. На него работала сильная команда менеджеров, и несколько лет проект пытались вывести на широкие массы аудитории, но не смогли. Гонка закрылась. В начале нулевых Трамп создал финансовую пирамиду с компанией ICN, выпускавшей телефоны. Он сам был лицом компании и публично выступал перед многотысячной аудиторией, убеждая их покупать продукты своей фирмы себе, друзьям и близким, обещая, что многие из них станут миллионерами, когда продукт распробуют широкие массы. При этом рынок давно уже повернулся к смартфонам, и Трамп опоздал на годы. Разумеется, проект провалился. Пробовал себя он и на рынке настольных игр, воплотив историю семьи, где у игрока изначально есть $1 миллион, и он должен через много ходов стать монополистом рынка недвижимости страны. Как обычно, он сам рекламировал продукт и был его лицом, но выпуск игры намного превысил ее продажи. Один из крупнейших провалов Трампа – его университет имени себя. Традиционно широкий пиар и космические перспективы обещали студентам в лекциях от лучших экспертов недвижимости, час общения с которыми сделает из нищего миллионера. На деле университет не получил лицензии, преподавали там риэлторы без сертификатов, обязательных в США. Обычно это успешные инфо-цыгане и бизнес-коучи, которые просто убеждали студентов инвестировать в собственные проекты университета еще и еще. Студенты завалили исками университет Трампа, и он трижды судился по этому поводу. В ходе конфликта он отправил письма 7000 студентов с просьбой дать оценку полученным знаниям и получил лишь 2 положительных отзыва. Проиграв дело, Трамп выплатил $25 миллионов 6000 студентов, подавших иски.
Когда во всем мире начала падать волна популярности мужских журналов, Трамп открыл собственный аналог Playboy. Фото лакшери жизни и товаров, ценные советы самого Трампа и женщины-модели составляли все наполнение журнала, а также статьи восхваления самого Дональда и его свершений. Разумеется, проект провалился. Он пробовал себя на водочном рынке, создав частную марку водки «Дональд Трамп». Благодаря опыту и маркетингу производителя, проект начал заходить на рынок, но сам основатель подложил ему проблему, заявив в интервью на ТВ-шоу Ларри Флинта, что водку вообще-то не любит, даже имени самого себя. Проект также закрылся. Пообещав друзьям, что выведет в прибыль провинциальную и убыточную авиакомпанию Eastern Airlines, Трамп энергично взялся за дело и на старых бортах, маршрутах по глубинке внедрил элитное обслуживание и стюардесс-моделей. Когда стало ясно, что проект не взлетает, Трамп взял $245 миллионов в кредит у банка. Скоро оказалось, что не помогли и они. Тогда друзья-спорщики скинулись на оплату долга Трампа, чтобы закрыть очередной его провал. Вообще невыполнимое обещание – конек Трампа. Даже в роли президента США он клялся разобраться с высоким внешним долгом Америки. Но по итогам правления он вырос еще больше. Аналогично он обещал про темпы роста экономики и миграцию, результат аналогичен. Что имеем в сухом остатке? Перед нами мажор. Потомственный мальчик с золотой ложкой во рту, который играет в бизнес и платит убытки, покрываемые из капиталов его предков. Он не понимает сфер, куда входит, переоценивает свои способности и таланты хронически и не признает поражений в самом плохом смысле слова. Он просто делает вид, что ничего не происходит. По факту, это хронический неудачник в бизнесе, болтолог, пустобрех, кривляющийся шоумен, в юности откровенно маразматирующий сейчас. В 23-м году на него открыто 4 уголовных дела. Такое происходило и ранее с половиной его проектов, и большинство из них он проиграл. Интересный вопрос. А кто покрывает его бурную деятельность, приносящую многомиллионные убытки? Только ли семья? Или в обмен на политическую поддержку кто-то еще может помогать ему держаться на плаву, и отсюда его странные поступки и решения? По крайней мере пока он все еще миллиардер. Благодаря недвижимости и горному бизнесу, куда он особенно не лезет, что, видимо, является залогом успешного развития. Более 500 компаний в США так или иначе возглавляются лично Дональдом Трампом. А также многие застройщики платят Трампу за рекламу их проектов и даже называют их в его честь, так как имя семьи и личный образ Дональда все еще ассоциируются с недвижимостью. Трампа можно сравнивать с римскими императорами времен упадка, эксцентричными, бесстыдными, жалкими по итогам их правления при планах на грандиозность. В любом случае, такая фигура на троне США не случайна и не сулит ни стране, ни миру ничего хорошего. Пишите, что вы думаете по его поводу в комментариях, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.